Здравствуйте! Для вас гадание на 2000. Здравствуйте, дорогие львы, постоянные зрители и новые. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам исполнений всех-всех. И желаю вам всех благ. И вы это видео с гаданием на год моим можете посмотреть в любой день, в любое время. Но я все-таки делаю его, я гадаю в самый волшебный период года. Это период от Рождества католического до Рождества православного. И это время магическое. Каждая ночь, каждый день, каждый час, каждая минута наполнены чудесами, волшебством. И в это время, естественно, самые откровенные гадания. Там немножко продолжается это время еще до крещения, до 19 января. В это время карты, особенно откровенные. И можно рассчитывать на самые правильные ответы карт. Гадание у меня будет для льва, как и для ваших соседей по зодиаку, по месяцам. Каждый месяц опишет нам одна карта. 12 месяцев, 12 карт. И здесь я всем предлагаю такую схему. Внимание! Схема очень простая, запутаться невозможно. Главное, чтобы я нормально объяснила. Да? Вы можете здесь придерживаться обычной картинки календарной, вот простой, просто. Первый месяц январь, значит, предсказание, карту на январь. Это я так буду рассказывать. Но иногда, видите ли, у львов, из-за того, что львы родятся летом, естественно, соляр свой персональный очень сильно не совпадает, он отнесен полярно от календарного начала года. Да? Поэтому для вас всегда это некая проблема даже для астролога, который вас консультирует, да? Делать вам гороскоп на год именно, календарный, который 1 января начинается, и сопоставлять его, сравнивать с вашим соляром, который начался, например, 1 августа. И вот я вам предлагаю такую схему, если уж вы хотите так все посложнее, если вы не ищете легких путей, да, то вы можете отсчитывать вот порядковый номер месяца от даты вашего рождения. Пример. Родились 1 августа, для вас первый месяц это будет август. Соответственно, чтобы узнать, что вас ждет в январе, считайте: август 1, сентябрь 2, октябрь 3, ноябрь 4, декабрь 5, январь будет 6 месяц, да, и тогда предсказание на 6 месяц, это будет предсказание для вас на январь. И дальше вот так по кругу. Невозможно запутаться. Попробуйте, можете попробовать так, можете иначе, но вот так это довольно интересно. Итак, одна карта для первого месяца. Первый по обычной схеме это будет январь. Карта января для льва. Вы готовы? Начинаем. Карта вашего января. Какая она будет? Хорошее начало. Хотелось бы, всегда хочется хороший задел. Говорят, что вообще в народе есть такое поверье, что хорошо закончится или продолжится хорошо может только то, что хорошо началось. Вспомните отношения личные, любовные или дружеские, да? Бывают хорошие, если они хорошо начались. Нет, если они хорошо начались, они не обязательно хорошо закончатся. Да. Но если они начались плохо, то они обязательно плохо закончатся. Так и здесь. Начало года. Но карта нормальная. 5 пентаклей. 5 пентаклей. Это денежная масть, такая практичная, практическая. Карта нам сообщает, что львы в начале года будут заняты денежными делами, какими-то материальными хлопотами в основном. 5 пентаклей – карта дефицита. Она говорит, что вы в этот месяц первый будете остро чувствовать нехватка чего-то. Чего не хватает? Настроения, сил может не хватать физических, или не хватает
денег, да? Может быть, не хватает чьей-то поддержки. Вот карта просто нехватки, но смысл ее оптимистичный. Она говорит, что вы просто не там ищете. Достаточно что-то чуть-чуть поменять, поднять глаза к свету, заметить какие-то возможности, и этот дефицит закончится. И искомых ресурсов у вас будет в достатке или даже сверх меры. Поясню. Вот пятерка пентаклей, если выпадает на работу, мы говорим, у вас малооплачиваемая работа, вам не хватает денег, которые вам сейчас платят. Плохо это? Плохо. А хорошо то, что вам нужно сделать всего лишь один шаг. Один раз заслать куда-то резюме. Или один раз обратиться там к знакомым. И у вас найдется другая работа с зарплатой в 3, а может 10 раз больше. Понимаете, да? То есть карта это говорит, что дефицит текущий ваш жизненный вы можете очень легко решить и преодолеть. Если у вас дефицит денег, то вы их просто не там ищете, не в том месте, понимаете, не в рыбном месте в каком-то. Еще интересная репутация карты для любви. Она считается плохой для денег, но хорошей для любви именно по пятерке пентаклей, как ни странно, хотя это денежная масть не любовная, возвращаются бывшие. Не знаю, хотите вы этого, жаждете или нет. Но именно под пятеркой пентаклей люди, которые остались, разлучились, может быть, даже с проблемами, ссорами, все-таки понимают, что им не жить друг без друга, воссоединяются, потому что не могли друг без друга обойтись. Вот так вот. Это первый месяц. Ну, неплохое начало, скажем так, могло бы быть и получше. Второй месяц, вторая карта, февраль. Луна. Карта Луна. Очень много, знаете, старшие арканы, они такие очень содержательные, на уровне настроения, на уровне ощущения мира, ощущения. Луна – это, естественно, очень враждебная вам карта, да? Потому что львы – это солнце, вы солнечные люди, а когда приходит Луна, тайны, растерянность, рассеянность, загадки, ложь, интриги, львы буквально теряются, вы не знаете, что с этим делать. Ну вот, будьте во всеоружии. Про февраль карта Луна вас предупреждает, что вот все вышеозначенное, включая крупные какие-то обманы, все это возможно в вашей жизни. И тем не менее, карта очень эмоциональна. Она дает толчок, она дает какой-то повод развивать сердце, раскачивать сердечную чакру. С Луной вы много чувствуете, и некоторым это необходимо. Иногда открывать в себе чувства сложно и больно, но это все равно нужно делать. То есть Луна может описывать для вас именно эмоциональный рост. Вы тренируетесь эмпатии, сопереживанию, через интуицию, через собственные какие-то догадки очень глубокие, даже через сны, возможно, растете, учитесь чувствовать. Это время, когда вы учитесь чувствовать. Про любовь Луна что говорит? Ну, описывает ее как раз приход. Это может быть любовь, чувство тайное, большое, знаете, глубокое. И тайное – это чувство, которое вы таите от себя. Знаете, как в песне «Я от себя любовь таю», от себя таю, а от него тем более. Вот, тайное чувство, то есть судьба вам тайно влюбиться, но обстоятельства никак не позволяют признаться вслух или слиться в пару с кем-то. А Луна – это тайная деятельность, может быть, тайная даже предпринимательская деятельность, тайная прибыль, тайное извлечение прибыли. Это то, что, знаете, вот, невозможно явить миру. То есть месяц может быть для вас очень успешным. Может, вы тайно книжку пишете, гениальную какую-то, пишете книжку, чтобы потом продать сценарий в
Голливуд и Оскар получить. Правильно, да? Может быть такое. Но вы пока об этом ничего не говорите, никому не рассказывайте, вы просто уединились. Запутанные отношения, молчание. С таким же молчанием, с другой стороны, вы можете столкнуться и в любовных отношениях, в любовной теме. Это молчание может быть друзей, какая-то интеллектуальная, духовная, скорее, разлука, духовное одиночество вас ждет. Ну, странная карта, но она очень, вы знаете, избирательна и хороша для представителей некоторых профессий. Вот людям, которые связаны с визуализацией, чего бы то ни было, это, ну, художники, да, режиссеры, наверное, программисты, которые игры создают, придумывают. Это же тоже визуальные эффекты какие-то, да? Вот. Дизайнеры одежды, интерьеров. Все, что на глаз меряется, идет. Вот в таких профессиях эта карта дает бешеный успех. И она, кстати, советует начать, если вы сейчас в сомнениях, податься вам, например, на курсы какой-нибудь компьютерной там, графики, дизайна. Вот эта карта советует как раз сейчас это все выбирать. Третий месяц для Льва, март для большинства. Так, десятка пентаклей очень хорошая в первую очередь, потому что денежная. Хорошие прибыли, хорошие тылы, часто случайные суммы, большие, что-то вроде наследства или единовременной выплаты, единовременного пособия. Это субсидия может быть, вообще какая-то помощь от государства или, например, от компании, в которой вы работаете. Десятка пентаклей принципиально считается семейной картой. То есть это и создание семьи может быть у вас, если вы с любимым человеком принимаете решение объединиться под одной крышей. Общий дом у вас появляется, общие дети, хотя эта карта, ну, вряд ли она прямо вот про рождение ребенка, но это хлопоты о детях, это какие-то денежные вложения в детей, вообще в семью, знаете, строите дом, берете квартиру в ипотеку, устраиваете ребенка учиться за большие деньги в какой-то престижный университет. Вот это все десятка пентаклей. Но в целом она хорошие отношения для коллектива обозначает. То есть трудовой коллектив, на работе, хорошие отношения в семье. И вы, мы видим здесь вас, и то, как вы в это во все погружены. То есть продуктивный денежный март. Апрель. Далее 4-й месяц, апрель. Маг, старший аркан. Вот видите, старшие арканы идут прямо в самом начале. То есть понятно, что год этот планирует все-таки львов нагрузить ответственностью. Маг, ну, это ваш портрет. В первую очередь маг – это ваш портрет. То есть в апреле у вас будет возможность поменять себя, мир, жизнь, сменить работу, место жительства, все что угодно. Время потребует очень эгоистичных решений и очень срочных, и таких, знаете, рискованных. Маг, ну кто такой маг? Видно здесь по его внешности, по портрету. То есть это человек, который говорит: я хочу, я знаю, чего я хочу, и я получу это любой ценой. Ну, а такие пасы, такие подвиги можно же и в любви совершать, и в денежных каких-то делах, и в бизнесе, и да в чем угодно же, правда? Ну, то есть вот и маг торопит. Это одна из карт в колоде очень сильно про время. То есть в апреле очень срочные решения нужно будет вам принимать. И худшее, что вы придумаете, это отложить или затянуть. Например, вот вас зовут на какую-то работу новую. Возможно, вы ее даже не звали, возможно, не предполагали и особо не понимаете, хотите или нет. И вы на это предложение отвечаете не отказом, нет, вы говорите: я подумаю. Вот так не надо, вот так нельзя, потому что это как последний дачный автобус, ждать вас не будет. И
Кроме того, маг — это еще и портрет, та самая фея. Ну вот, знаете, карты фея нет уже в колоде, зато есть карта маг. И если вам нравится вот эта сказка «Золушка», про которую мы так много говорим в моих программах «Вопросы и ответы», все время мы туда отсылки какие-то делаем в эту сказку, вот, можете дождаться просто прихода феи. Это какой-то человек, неважно какого пола, возраста, но у него есть волшебная палочка для того, чтобы сильно преобразовать вашу жизнь. Тоже не пропустите, естественно. Помните, Золушка ведь не мешкалась, да? Фея ее спрашивает: хочешь на бал? Золушка говорит: да. Надо платье? Да. Карета? Да. А если бы Золушка сказала: ой, что-то сегодня у меня как-то голова болит, я не знаю, я, может, завтра на этот бал, там, через неделю, и все. То что, не было бы у нас сказки, да? Фея второй раз никому не прилетает. Далее май. Май. Двойка жезлов. Двойка жезлов. Не крупная карта, в то же время она не проходная, она правильно называется доминирование, но многозначная, очень такая многоликая, что ли, карта. Двойка жезлов — это определенный выбор и ваше желание или возможность для вас подумать, и прежде чем склониться к одному или к другому. То есть она может иметь и карьерный какой-то смысл. Двойка жезлов — это давление, которое вы оказываете на других людей, на обстоятельства, на Вселенную, оказываете какое-то давление очень незаметно для других. Двойка жезлов — это карта вот таких серых кардиналов. Знаете, что такое? Вы добиваетесь своего, в принципе, любым путем, не стоите за ценой, не разбираете особо средства, но и не кричите об этом. Вот такой вот выбор вам предлагает май. Совет двойка жезлов дает очень много как раз думать. После того, как вот вам нужно было спонтанное решение принять, теперь пришли другие времена. Все, решение вы приняли, например, согласились, да, ну вот на новую работу. А дальше вот вы оказались на этой новой работе. И здесь уже вам приходится думать, отстаивать свои интересы, настаивать на своем, очень держаться, придерживаться каких-то принципов, определенных рамок, ограничений и так далее. Июнь. Начинается лето, 6-й месяц у вас. Подбираемся, да, к вашему соляру, к вашим дням рождения. Ну, это принцесса жезлов в данных картах. Ну, это как бы как паж жезлов, так скажем, если мы на классику здесь ссылаемся. Ну, принцесса жезлов — это предложение, это новость или приход молодого человека в вашу жизнь. Человек горячий, яркий, куда-то вас зовет, что-то вам предлагает. Часто новое романтическое знакомство, связанное с жезлами, то есть с работой, с делами. Начинание профессиональное или какое-то начинание в бизнесе обещает вам июнь. Далее июль окупается вполне, окупает и извиняет все прошлые переживаний, хотя там переживаний-то особых нету, потому что деньги. Да, туз пентаклей — главная денежная карта в колоде Таро. Вот она, пентаграмма, вот это вот медведь, это такой, ну, как денежное животное, да, хотя для нас должны в этом году быть денежными кролик и кот. Вот. И, конечно, это хорошие заработки, хотя где они водятся сразу, такие заработки? Туз пентаклей — это открывает вам дорогу в новую жизнь, какой-то иной социальный статус, часто в брак. То есть что такое социальный статус? Это он меняется у нас вследствие работы, когда карьерное положение, должность меняется, например, но он меняется еще и из-за брака.
да, когда вы объединяетесь с кем-то, и тогда вот этот вот новый дом. Ну, по сути, туз пентаклей — это как раз вот эта сцена, когда молодые люди, молодая пара, муж с женой входят в новый дом, начинается какая-то новая жизнь. Карта и про бюджет, бюджетный, ваш персональный, ваши денежные сбережения могут быть, то есть активными в это время. Крупная покупка может быть, причем крупная настолько, что это сравнимо там с недвижимостью, то есть покупка дома, квартиры, может быть, и так далее. Безусловно, туз пентаклей — карта очень хорошая для всего, но опять же, все тузы — это единички, обозначают они шансы, которые, если сваливаются, то их нужно очень быстренько брать, на них нужно очень быстренько соглашаться, потому что ждать это не будет. Природа вас в июле готова чем-то сильно богатым одарить, но вы должны быть к этому готовы на самом деле. Вообще Вселенная, понятно, что она балует людей всегда только лишь готовых это все принимать, эти все подарки. Август. Вот так вот, да. Перемены большие. Ну, к этому все шло. Вот эти вот такие большие крупные возможности, волшебство, вот это даже чье-то колдовство в отношении вас, новый финансовый, может быть, статус или новый семейный статус. Естественно, все это заканчивается переменами, дорогой, переездом. Купили дом, переехали, все понятно. Но шестерка мечей очень значимая карта, на самом деле. Она обозначает образную такую дорогу за море. Вы можете это наблюдать здесь на иллюстрации. Лодочка отчаливает от одного берега, отчаливает не потому, что хотелось, а потому, что надо. Поэтому эта карта – это выход из какой-то ситуации. Выход необходимый, часто единственный, но совсем какой-то внеплановый. Карта вам предлагает в августе незапланированную дорогу, например. Незапланированную дорогу. Куда вдруг, да? Может быть, вы отправитесь в кругосветное путешествие, из которого не обязательно захотите возвращаться. Может быть, вам понравится где-то совсем на другом конце света. Жизнь понравится, или климат, или ландшафты, да? И вы там останетесь. Это может быть буквально дорога, переезд какой-то за границу. Перемена в отношениях, любовных отношениях. Знаете, смена партнера романтического, смена мужа, может быть, даже с этой карты. То есть август большими переменами грозит для вас. Где-то в районе ваших дней рождения вы отправляетесь далеко, возможно, не зная до конца, где причалите и что вас ждет в итоге на другом берегу. Далее сентябрь, шестой месяц, да? Десятка кубков. Вот видите, вот эти жирные, хорошие, положительные десятки, пентакли были, ровно на полюсах, кстати, заметили друг от друга, да? То есть март и сентябрь одаривает вас изобилием. Вот это десятка кубков, карта называется изобилие. Это время, когда всего много. Вы собираете урожай в отношениях, в деньгах, в заработках, в каком-то самосознании, в каком-то самоощущении. Десятка кубков – это счастье, которое плещется через край. И здесь снова, понимаете, на десятке кубков никогда ни один художник, кого бы он ни рисовал, люди или кошки там будут, кто там, мишки какие-то, гномы, кого только не бывает на картах, да, никогда не нарисует одного персонажа, одного. Потому что главный смысл карты в том, что она коллективная. Это вот такой праздник, это такая радость для всех. Карта семейная, то есть семейное чудо вас ждет. Это часто рождение ребенка или просто успехи
разных членов семьи, успехи детей, которые отмечает, празднует вся семья. Это может быть свадьба, кстати, тоже часто на этой карте рисуют сцену свадьбы ваша или тоже ваших детей, кого-то из ваших родственников. Почему я не беру родителей? Может, это свадьба ваших родителей? Может же быть такое, да? Вот. И, ну, чудесное время, не придерешься. Здесь как раз вот младенца изобразили. Да, в общем, речь про младенцев идет. Но свое положительное влияние распространяет эта десяточка и на трудовой коллектив. Это может быть, знаете, такой успех компании, фирмы. Это может быть ваше попадание куда-то в новый коллектив, на новую работу, где вас принимают как родную, где вас вот как будто бы ждали всю жизнь, и вы в абсолютный эмоциональный комфорт попадаете. И ну, не ждете больше, потому что с приходом десятки кубков как бы непонятно, чего хотеть дальше. Вот жизнь как такая полная чаша. Это, кстати, одно из негативных значений карты, но мы сейчас об этом не будем. Октябрь. В октябре для львов предлагается карта императрица. Да. Третий аркан. Женщина здесь она называется, да, женщина. Ну, понятно, что, во-первых, отсылка к разным женским вопросам, женским энергиям. Что такое женские вопросы? Это, естественно, любовь, личная жизнь, беременность и роды, материнство, забота о детях и так далее и тому подобное. Очень многим женщинам-львицам эта карта предлагает в октябре смену того самого женского статуса. Брак, обретение постоянного партнера, встречу с великой или единственной любовью. Ну, вот она классическая такая женщина в понимании каком-то немножко допотопном, да, но оно природное, естественное, босая, беременная и с охапкой еды. Вот. И карта это про ресурсы во всех случаях. То есть в октябре у вас идет, ну, знаете, сытость. Может быть, это такое некорректное здесь слово, да. Идет какая-то сытость вашими самыми разными ресурсами. Опять же, всего много. Осень плодородная, плодотворная у львов получается, да. Там семья, тут семья. Две семьи, что ли? Вот. И карта щедрая, это получение, кстати, она советует вам быть щедрыми и предсказывает вам какую-то щедрость, может быть, неожиданно даже для себя придется проявлять. И она обещает проявление щедрости от других людей в отношении к вам. То есть у вас может появиться, вот фею мы видели уже для вас, да, фею крестную. И здесь, ну что-то тоже подобное, похожее. То есть императрица – это такой образ общей матери. Вы можете встретить человека, который о вас позаботится, который наконец-то вас поймет. И человек этот не обязательно ваш кровный родственник или там подруга какая-то близкая. Это может быть даже малознакомое какое-то лицо из интернета. Вообще появление императрицы в любом гадании говорит вопрошающему, сообщает: вы станете богаче. А уж в чем вы хотите разбогатеть? Вот кто-то, буквально я разговаривала сейчас с одной своей знакомой, и я сказала, что на Новый год, как всегда, загадаю себе 2,5 миллиона евро. А она сказала: а я загадаю здоровье. Ну вот понимаете, ну вот кто к чему стремится. И вы разбогатеете в октябре. Ну, хотите здоровьем, разбогатейте здоровьем. Хотите чем там еще? Хотите деньгами, хотите любовью, хотите, в конце концов, рожать детей. Это же великое богатство, то есть беременность, богатство. Тоже ассоциация такая здесь идет. Далее ноябрь.
Так, в ноябре карта смерть выпадает вам. Старший аркан обозначает перемены крупные. Ну что ж, если вы что-то получаете большое, то от чего-то придется отказаться. Смысл карты, кстати, очень оптимистичный, несмотря на такое противное название, да, смерть. А вот обстоятельства, жизнь, вселенная, что-то ненужное, что-то очень лишнее, отжившее из вашей жизни заберут и унесут. Надоевшая работа, квартира, в которой вы давно не хотите жить, лишние килограммы, что? Вот. Шанс распрощаться с чем-то очень-очень ненужным в ноябре приходит к вам. Но, да, я должна сказать, что оптимистичная карта, но это будет потом, оптимизм вас накроет, и вы скажете спасибо, слава Богу, что это случилось. А вообще в моменте это, конечно, переживания очень болезненные, даже какие-то скорбные. То есть вы будете ощущать потерю. Это нужно время пережить, набраться спокойствия, терпения и мудрости. И 12-й месяц, последний, это декабрь получается. Знакомство. Рыцарь Пентаклей. Человек, возможно, земной масти, но молодой. Рыцари все молодые по паспорту или душой. Появляется человек, то есть карта описывает появление какого-то значимого человека в вашей жизни. Это может быть и любовное знакомство, но знакомство романтическое, но как-то связанное с материальной жизнью, связанное с деньгами. Ну, знаете, знакомитесь с парнем в таком месте, где зарабатываете деньги, например, или наоборот тратите эти деньги, понимаете, да? То есть все-таки что-то такое практичное, практическое, утилитарное или выгодолюбивое есть в этих отношениях, есть в этом человеке. Но рыцарь Пентаклей это может быть просто полезное лицо. Например, на работе появляется у вас какой-то коллега, с которым вам намного легче становится работать. Он вам прямо вот помогает, поддерживает. Это человек, с которым вы бремя там профессионально можете как-то наконец-то разделить. Рыцарь Пентаклей это может быть и какой-то грамотный и порядочный брокер, который вам помогает квартиру продать. В любых случаях это полезный человек, полезное знакомство и человек, который действительно приносит какие-то новые настроения, новую струю в вашу жизнь. И, конечно, Пентакли это такая отсылка, в общем-то, к постоянству, к семье. То есть может случиться знакомство новое, романтическое, с очень уверенным, долгим продолжением. То есть пока это не король Пентаклей, этот человек пока еще на наших глазах не превращается в мужа для вас, но он очень-очень на эту роль гордится. Будьте внимательны. Ну что ж, дорогие львы, я очень рада, что мы встретились в это волшебное время, поговорили про ваш год. Еще раз поздравляю. Увидимся.